Когда мы говорим об истории Афганистана, что первое приходит на ум? Наверное, что-то об изолированной такой труднодоступной земле. Но что, если мы заглянем на тысячи лет в прошлое? Архивные данные и археология, они рисуют совершенно другую картину. Картину не окраины, а настоящего центра. Так давайте разбираться. Этот регион — это что? Всегда была такая зона, конфликтов и изоляции, как мы привыкли думать сегодня, или же, может быть, это был один из самых первых по-настоящему глобальных узлов, который соединял Восток и Запад? И все дело, как это часто бывает, в географии. Посудите сами. Эти земли находятся на пересечении великих культурных миров. Они были просто обречены стать мостом, а не каким-то тупиком. Это был такой живой коридор, по которому двигались не только армия, но и товары, и верования, и технологии. И началось это все, вы не поверите, гораздо раньше, чем можно было бы подумать. Давайте-ка перенесемся в бронзовый век. Именно там мы найдем первое убедительное доказательство, что миф об изоляции — это, просто миф. Итак, знакомьтесь, Бактрийско-Маргианский археологический комплекс, или, если короче, культура Окса. И это, надо сказать, не просто какая-то группа поселений. Нет, это сложнейшая цивилизация, которая возникла здесь больше 4000 лет назад. Вы только взгляните на уровень их организации. Мы говорим об укрепленных городах с четкой, продуманной планировкой, о сложных системах орошения для ведения масштабного земледелия и, да, о явных признаках социального расслоения, судя по захоронениям. Все это, это же признаки высокоразвитой культуры. И вот что самое главное. Они ведь не жили в каком-то вакууме. Археологи находят массу свидетельств оживленной торговли с великими цивилизациями того времени. То есть уже тогда это был никакой не край света, а важнейший узел в сети древнего мира. Хорошо, давайте теперь перенесемся вперед во времени. Посмотрим, как этот стратегический регион постоянно привлекал внимание великих держав. Он был не просто точкой на карте. Нет, за него реально боролись. Эта хронология, она очень наглядно показывает, насколько ценной считалась эта территория. Персы, потом греки. Одна мировая империя сменяет другую, и это лучшее доказательство того, что регион был желанным призом, а не какой-то там забытой провинцией. И вот здесь, я думаю, решающий момент. Для ахеменидов, а это, напомню, одна из величайших империй древности, эти земли были вовсе не окраиной. Наоборот, это был жизненно важный центр, который поставлял ресурсы и, что важно, обеспечивал контроль над ключевыми маршрутами. Ну вот, интересный вопрос. А насколько глубоким было влияние завоевателей? Тех же греков, например. Тут, надо сказать, историки до сих пор спорят. Было ли это просто таким тонким налетом эллинской культуры поверх местных традиций, или же произошло настоящее глубокое слияние, которое породило нечто совершенно новое и уникальное? Ну а теперь мы подходим, пожалуй, к кульминации всей этой истории, к эпохе, когда эти земли стали без преувеличения абсолютным центром мира, сердцем величайшей торговой сети древности. Именно Кушанская империя превратила этот регион в тот самый глобальный хаб. Только представьте себе, они стали главными посредниками между гигантами того времени — Римом, Парфией, Индией, Китаем, и именно они управляли всеми потоками евразийской торговли. Знаете, где их суть отражена лучше всего? В монетах. Это просто фантастика, только вдумайтесь. Они использовали греческий алфавит, чтобы записывать свой местный бактрийский язык. На одной и той же монете могли быть иранские боги, рядом индуистские божества и тут же изображение Будды. Это же настоящий плавильный котел культур, просто отчеканенный в металле. Так как же вся эта система работала? Смотрите, с востока шел шелк, специи, разные идеи. С запада — металлы, лошади, предметы роскоши. И все это сходилось где? Правильно, здесь, в Кушанских землях, которые были центральным узлом. Но обменивались не только товарами. Именно отсюда буддизм начал свое великое путешествие на восток и навсегда изменил культурный ландшафт всей Азии. Эта диаграмма, по-моему, просто поразительно иллюстрирует, насколько космополитичным было кушанское общество. Вы только посмотрите, тут спокойно уживались иранские культы, индийские божества, буддизм и даже отголоски греко-римского пантеона. Они не просто как-то там сосуществовали, они процветали бок о бок. Это был, настоящий оазис религиозного плюрализма.
Хорошо, так что же все это значит в итоге? Какой главный вывод можно сделать из этой долгой, такой насыщенной истории? Давайте попробуем подвести итог. Смотрите, на протяжении веков прослеживается одна и та же очень четкая модель. Эти земли всегда становились частью крупных имперских проектов. Но, и это ключевой момент, они никогда полностью не растворялись в них. Они всегда умудрялись сохранять свою уникальную идентичность и сильные местные центры власти. Вот эта таблица, мне кажется, идеально суммирует эту ключевую двойственность. С одной стороны, да, имперская интеграция, они впитывали языки, религии, стили управления. А с другой — невероятная местная устойчивость. Они всегда адаптировали эти влияния, переплетая их собственными очень глубокими традициями. То есть это был не захват, это был диалог культур. И вот эта фраза, пожалуй, лучшая формулировка из всех. История этого региона — это не история про барьеры и границы. Нет, это история про связи, про мосты и пересечения. И именно это делает его одним из самых уникальных мест на нашей планете. И все это подводит нас к самому главному финальному вопросу. Если в основе исторической ДНК этого региона лежит не изоляция, а именно связь, то как это меняет наш взгляд на его настоящее и на его будущее? Вот об этом, я думаю, действительно стоит задуматься.